Всем привет! Сегодня я буду солить щучью икру. Это самый простой, быстрый способ. Понадобится мне, естественно, щучья икра. Ее нам нужно нарезать на маленькие кусочки. Вот примерно так. И складываем сразу в какой-нибудь сито. Главное, чтобы дырочки там были достаточно крупные, сквозь которые потом икра сможет спокойно пройти. Нам нужно ее будет перетереть. И теперь икру мы протираем. То есть икринки, они провалятся сквозь эту сеточку, а сверху останутся только пленки, абсолютно ненужные. Если у вас нет такой сетки, можно взять терку и просто икру перетереть. Вот икриночки проваливаются. Вот таким образом икра пробивается. То есть она вся туда провалилась. У нас остались вот только пленочки. Теперь готовим рассол. Воду нужно вскипятить и дать ей немножко постоять. То есть 10-15 минут, чтобы она была не кипяток, не булькала прям, а была немножко подостывшей. У меня 2 литра воды. Сюда я добавляю 4 столовые ложки прям с бугром. Все хорошенько размешиваем. Теперь икру мы промываем холодной водой. Я вот сначала так дуршлачок промываю, чтобы лишнюю икру смыть. Чтобы она у нас просто не терялась. Не было больших остатков. Вот так. Икра тяжелая, она будет у вас опускаться на дно. То есть вот так хорошенько перемешали. И сверху вот эту воду грязную смываем, сливаем. Еще раз заливаем водой. Вот таким образом мы делаем несколько раз. Мы ее просто промываем, чтобы лишний мусор ушел. Вот так перемешиваем. И весь мусор, он поднимается в воду. Все, помешивать перестали. Икра опускается, а мусор продолжает так плавать. Все, и воду еще раз сливаем. И таким образом промываем, вот пока она не станет чистенько. 5-6 раз, сколько понадобится. Промыли, воду слили и отправляем в рассол. Засекаем буквально 5 минут. Она должна в этом рассоле поплавать. Через 5 минут воду аккуратненько сливаем. Икру нам нужно откинуть на дуршлаг. Возьмем любую ткань, которая хорошо пропускает воду. Либо марлю можно в несколько слоев сложить. Икру оставляем, чтобы вода лишняя стекла. Либо можно просто взять ее и отжать. Если кто-то торопится, я просто оставляю так. Готовую икру перекладываем в отдельную мисочку. Кстати, икру можно сразу же попробовать на соль. Если вдруг вы ее пересолили, не понравилось, допустим, можно ее просто быстренько так ополоснуть холодной водой. Если вдруг наоборот не досолили, просто подсыпайте немножко соли по вкусу и все. Теперь вот так вилочкой мы просто ее взбиваем. Хорошенечко перемешиваем и взбиваем. Должна получиться такая небольшая белая пенка. Вот она, видите, сразу начинает белеть. Очень быстро. Теперь сюда же нужно добавить растительное масло. Или подсолнечное, или оливковое. Ну такое, чтобы без запаха было, не душистое. Еще раз хорошенечко все вымешиваем. Готовую икру перекладываем по баночкам для хранения. Баночки обязательно берите чистые и сухие.
Еще подскажу, может быть, кому-то будет полезно. Икра щуки — это вещь такая сезонная. Поэтому не всегда ее потом можно купить после сезона. Либо очень дорого. Поэтому я делаю вот такие маленькие порционные баночки. Вот она как раз идет из-под икры щуки. То есть вот такую маленькую баночку я ее делаю, не полную. И просто замораживаю. Она очень хорошо хранится. То есть вот сделали маленькую именно так, вот на раз покушать. Заморозили, потом достаете, размораживать в холодильнике. Только один раз можно заморозить и разморозить. Достали, разморозили потихонечку в холодильнике, покушали и все. Икра, в общем-то, полностью готова. Единственное, что я бы все-таки советовала немножко дать ей постоять в холодильнике. То есть она немножко постоит, она еще больше настоится, станет еще вкуснее. Икра у меня немножко настоялась, буквально часа 3 в холодильнике она пробыла. Надеюсь, понятно по количеству. 2 вот такие пол-литровые баночки и одна еще маленькая 100-граммовая. И вот так она выглядит. Она и будет и дальше стоять, настаиваться, потому что такое количество сразу все равно никто не съест. Но уже, я думаю, можно показать. Вкусно, красиво, готовится очень просто. Главное, очень полезно. Попробуйте сами приготовить. Уверена, у вас тоже все получится. Всем спасибо, приятного аппетита. Пока-пока.